Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. В этом видео я разберу универсальное зарядное устройство, известное как Faxur, модель FPT-200. Вы спросите, зачем ты будешь его разбирать, а я скажу, что мне просто интересно, что там внутри. Плюс еще такой момент, что я обнаружил, что конкретно у этого устройства вот это вот кронштейн для крепления, он почему-то болтается немножко, и мне хотелось бы это зафиксировать и каким-то образом исправить. Но для этого мне придется все равно разобрать устройство, посмотреть, как оно там крепится изнутри. Ну и плюс, надеюсь, вам также будет интересно узнать, что находится внутри этого устройства. Но перед тем, как продолжить, подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделаете, и ставьте лайки. Что ж, сделали, тогда давайте продолжим. Для этого мы воспользуемся вполне стандартной отверточкой. Давайте начнем с задней части. В принципе, процесс будет долгий. Вот, можете запастись чаем, кофе, что вы там пьете. Вот, если вас прям конкретно эта часть не интересует, то можете слегка перемотать или даже, наверное, ускорить просмотр. Вот, потому что так или иначе нужно будет отвинтить как минимум 8 винтов. Чик. Так. Раз, два, три. Опа. Так, есть. Так, положим их, чтобы не потерять. По длине они одинаковые. И это немножко упрощает задачу. Так, есть. Достал. Так. Задняя часть откручена. Смотрим. Видите, снимается такая пластиковая крышка, назовем его бампером. Так, ну не буду совсем уж снимать. Ну вот так выглядит задняя часть, скажем, это основной корпус, да. Теперь давайте глянем тоже 4 винта. Передние. Так. Для передней, не знаю, по размерам они тоже одинаковые, но положим все-таки в отдельную секцию. Еще два. Так, есть. И последний, по идее, винт. Так, сняли. Пробуем снять передний бампер, морду. Опа, и видим, у нас есть шлейф, который соединяет, значит, экран с кнопками с основной платой устройства. Так, а как же нам разобрать эти крышки-то? Не знаю, аккуратненько попробовать снять. Да, это мне удалось. Вот так оно выглядит изнутри. Что мы видим интересного? Ну, в общем, плата аккуратненькая, да, видно, все прикручено. Разъемчик. Faxur и Fast JF30 дисплей 20 ампер, версия
1.1, дата изготовления 2023, июль 20 число. Jinfeng Electronics, да, ну, в общем, интересненько, да. Так, откладываем сюда. Как бы нам снять, разобрать, непонятно. Так, чтобы ничего не поломать, да, аккуратненько. Опа. Я вот вижу, видите, здесь есть направляющие пластиковые. Вот, их, если не аккуратно открывать, довольно просто будет сломать. В принципе, это тоже не критично, как бы, но я предпочитаю, чтобы устройство разобранное и собранное было таким же новым, как и изначально предполагалось. Опа. Так, у меня это удалось. Это верхняя крышка корпуса с ручкой, да, крепится двумя винтами. Вот так вот. Ну что же. Видим здесь. Давайте поближе. Значит, задние кронштейны, да, и выход проводов к нашим крокодилам, да, и к сетевому проводу. Вот идет два провода, и они воткнуты в плату. Да. Так, смотрим качество пайки, Ну, то, что я вижу, смотрите, выглядит, в принципе, достойно, да. Ну, я не вижу каких-то, не знаю, соплей, каких-то потемнений, разводов. Вот, все симпатичненько, да. Далее, видим мы, есть алюминиевый радиатор охлаждения. И вот такой вот вентилятор, да, ну обычный вентилятор двухконтактный, плюс-минус, да. Можно посмотреть на его мощность и другие характеристики. Давайте глянем. Так, что мы видим? У нас HYDC12V, ну то есть 12-вольтовый вентилятор. Производство, если я правильно понимаю, Хуйян. В общем, выбирайте любой вариант, пожалуйста. И есть номер телефона. Прекрасно. Можно позвонить и, наверное, попросить прислать еще один. Да. Ну, по поводу вентилятора, тут такой момент, что, допустим, если часто использовать устройство, если вентилятор условно не очень качественный, либо просто шумный, то по идее можно подобрать по габаритам другой вентилятор, легко его сюда установить и как бы немножко модернизировать устройство. Давайте еще скажу размеры вентилятора, если кому-то интересно, то значит это у нас 4, ну, грубо говоря, 4,9 или 5, ну, плюс-минус, да, немножко. В общем, 5 сантиметров. 5 и, ну, да, 5 на 5 сантиметров, да, формат. Размер, так, а толщина у нас, ну, где-то 1,1. Ну, 11 миллиметров. Вот так вот. Ну, еще, по идее, можно поизвращаться. Давайте глянем, как он работает, в какую сторону он крутится. Но, к сожалению, не обозначено. Ну, по идее, допустим, если он выдувал горячий воздух, то можно его переставить другой стороной. И тогда он будет вдувать холодный воздух, да. Но я все-таки не буду извращаться. Сделаю так, как изначально задумали инженеры. Да, и так, чтобы провода не замыкали ничего. Да, вот так вот. Так, что еще можно посмотреть? Кстати, вот наш бипер, который подает сигналы. Емкость конденсатора.
400 вольт вижу характеристики, а вот остальное сказать не могу, потому что плотно закрыт радиатором. Так. Ну, никак не рассмотреть, а уж прям выпаивать либо разбирать не хочется. Давайте я еще попробую открутить плату, посмотрим, какая это плата с обратной стороны. Возможно, там весь ужас Китая собрался, да, некачественного Китая. Да, сделаю заметку, что в Китае делают много хороших качественных вещей. Не будем уж так прям лить, не знаю, грязь необоснованно. Да, бывает разное. Бывает иногда и хлам, но очень много достойных вещей. Так, раз. Так туго вкручено, скажу я вам. Так, где еще один? Еще один вот здесь. Так, и вижу только 3, да? Да, все, достаем и смотрим с другой стороны. И что мы видим? Так, давайте буквами к нам. Так, видим Факсур и Fast Date. Плата, дата производства 23 год, сентябрь 25 число, JF21A, PCB Power, версия 2.2. Пайка, как видите, сами аккуратно. Единственное, здесь какая-то черная фигня. Немножко. Не знаю, что это. Попробуем чем-то его стереть. Если, конечно, получится. Нашел какую-то фигню. Ага, ну оно... Это какая-то паста, мастика. Чик-чик. Да, она стирается легко. Ну, в общем, нужно взять каким-то спиртом, немножко протереть. Какой-то жидкостью для очистки. Вот, то есть ничего опасного. Ну, вот, как видите, платка сделана очень аккуратно, очень хорошо. То есть никаких каких-то там особых не вижу. Хотя есть следы тут немножко припочек, да, есть. Ну, как для такого устройства. Так, здесь немножко есть, да, видно. Ну, по мелочам, конечно, да, следы видны, но в целом, как бы, все аккуратненько. Вот. Как-то так там. Так, теперь где у нас вперед, где у нас что? Так, ага. Вот так. Кстати, такой момент я заметил. Ну, как бы на качество это никак не влияет, но один болт отсутствует. Видите, есть 4, раз, 2, 3, 4 и 4 болта. Кстати, ну, у меня тут появилась такая мысль, что, ну, вот, как бы, да, все аккуратненько, но не хватает одного болта, плюс с другой стороны платы есть следы припоя, да, вот, как бы, здесь немножко что-то делалось, вот здесь что-то делалось, то есть, как бы, ну, при том, что вся остальная плата чистая, есть следы флюса, да, вот здесь. Я могу предположить, что, возможно, это устройство, конкретно это устройство после ремонта. Вот. И, ну, то есть они его отремонтировали, потестировали, запаковали и, в общем, отправили. Ну, то есть это мое предположение, возможно, это не так, да. Вот. Но, в общем, такой нюанс вероятен.
Да, ну по этому устройству, даже если оно вдруг там уже ремонтировалось, то скажу, что работает оно классно, ну, то есть у меня долго отработало. Вот этот вот момент с пластиковой, когда он появился, я не знаю, возможно, при покупке сам не досмотрел, можно было открыть спор, поздно увидел. Ну, либо сам как-то дернул, да, и немножко надломилось. Ну что ж, в принципе, как бы самую интересную часть я сделал. Если вам было интересно и понравилось, то снова же таки, если не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки, пожелайте мне удачи в обратной сборке, чтобы я собрал, и оно все снова работало или даже лучше. Вот, а на этом спасибо, всего хорошего, до свидания.